Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, что произошло с позициями SOTOS FTC, с позициями на Форце, ММВБ, как это будет влиять на рынок, на движение активов на предстоящей неделе, а также какие ключевые важные события произошли, куда дуют ветра и что нас ждет на новой неделе, какие там могут быть нюансы и подводные камни. Так, друзья, данные касательно SOTOS FTC. Помимо этого, хотел обратить внимание, что на новой неделе нас ждет пресс-конференция в Джексон-Холле. Изначально там планировалась встреча, митинг, потом решили удаленно провести это мероприятие. Соответственно, там Пауэлл будут выступать директора ФРС, и, соответственно, будет сообщаться информация, приниматься решения относительно того, как они видят дальнейшее развитие американской экономики, монетарную политику, когда они будут перекрывать краны с деньгами, прекращать скупку активов и повышать ставки. Ну и я думаю, возможно, там как-то будет сигнал относительно того, кто будет следующий руководитель ФРС. Вроде бы Йеллен достаточно позитивно настроена к тому, чтобы Пауэлл остался. Я думаю, здесь все будет зависеть исключительно от того, как пройдет осень. Если удастся пролететь над обрывом и ничего не случится, если Пауэлл сумеет все это дело разрулить, где-то подкрутить, где-то залить, где-то прикрыть, то я думаю, у него есть сроки остаться на следующий срок главой ФРС. Но вероятность того, что все удачно будет пройдено, она, конечно, есть, но здесь достаточно посмотреть на графики фондовых рынков, того, что происходит в экономике, чтобы понять, что мы подошли к некой незримой черте, с которой, по-хорошему нужен, во-первых, откат по фондовым индексам, и, во-вторых, все готово к состоянию так называемой перегретой воды или переохлажденного пара, когда любая малейшая частичка, которая попадает, она вызывает бурную кристаллизацию и сжатие рынков. Итак, друзья, давайте начнем, наверное, с новостей. Так, Китай, который не сходит с повесток дня. Сейчас, как известно, там начата регуляторная жесть в плане компаний, которые занимаются хай-теком, предоставления данных во внешние источники по Китаю, потом образовательные различные компании. Кто-то говорит, что китайская коммунистическая партия, она жестит. Она жестит. Но здесь, я думаю, подоплека она заключается в другом. То есть это не жесть ради того, чтобы показать власть, а это жесть, которая она уже начинается, поскольку рост, который необходим для того, чтобы нормально китайская экономика развивалась и прогрессировала, и даже просто держалась на плаву, он уже начинает сбоить. Таких темпов нету. Китайский ВВП, если мы посмотрим, последние данные, которые выходили, они все были хуже прогнозов. Казалось бы, там они устойчиво показывают рост 6%. На самом деле 6% для них это минимальное значение, которое позволяет им держаться на плаву. На текущий момент, с учетом того, что эта ковидная прелесть ранее была провал, соответственно, эти данные, они как бы слабоваты получаются, тем более они не попадают в прогноз, и это указывает на то, что экономика Китая, она постепенно замедляется. Так, ВВП-то Китая растет не так, как предполагалось, зато индекс цен производителей успешно идет наверх. И это еще не полностью отыграны цены, рост цен на сырье. Соответственно, на самом деле ситуация, она, скорее всего, даже еще хуже. Поэтому, я думаю, глобальной проблемой и в случае ужесточения мер ФРС, и просто в силу течения времени станет именно Китай. Потому что текущая ситуация в западных странах, необходимо переоснащение экономик для того, чтобы избежать такого ужасающего кризиса, который был в 30-х годах 20 века. Соответственно, этот перезапуск экономик, он должен произойти именно в западных странах. То есть все эти высокотехнологичные идеи, которые разработаны, они
для того, чтобы обновить основные фонды и экономику перезапустить, именно там все это должно делаться. То есть Китай, он здесь на протяжении многих лет выступал как некий копировальный узел, который позволял строить заводы и воспроизводить те технологии, которые давали западные страны. Как только он начал немножко отпочковываться и пытаться самостоятельно что-то делать, возникли инциденты, как, например, с Huawei. Вот. Соответственно, здесь получается та ниша, которая хай-тек, производство новых технологий, последних слов техники, она, соответственно, должна остаться за Западом, и Китай туда никто не пускает. Ну и надо отдать должное, что на самом деле здесь, помимо обычного рационального эгоизма со стороны западных стран, ну скажем так, китайские товарищи, они достаточно свободно подходят к патентному праву, к заимствованию технологий и так далее. Но это несколько не коррелирует с западным видением вот всей этой самой проблематики с интеллектуальными правами и так далее. Вот. И поэтому в текущих реалиях складывается следующая ситуация, что Китай, он как ни крути охлаждается. В дальнейшем вот весь этот цикл, переход на зеленую энергетику, он затеян для обновления основных фондов именно в Европе и Соединенных Штатах. И поэтому здесь с Китаем будут определенные терки, как ни крути. Китай, соответственно, в защиту от этого он заявил, Китайская коммунистическая партия заявляла и заявляет, они будут развивать внутренний спрос. Но более 40 лет политика «одна семья, один ребенок», она, соответственно, создала такую платформу, когда очень мало степеней свободы для развития такого подхода. И несмотря на то, что сейчас они ее отменили, они пытаются различные стимулирующие меры ввести, эти стимулирующие меры начнут работать только через 15-20 лет. И поэтому что мы имеем сейчас? Фундаментальное положение сил в системе. Есть Запад, который не до конца еще оправился от ковида, если рассматривать с фактической точки зрения, и рост цен, нарушение логистических поставок, цепочек тому подтверждение. Есть Китай, который, соответственно, выкарабкивается из всей этой ситуации не с той скоростью, которая необходима для его комфортного и эффективного существования. И перспектива развития Китая в плане поставки товаров, услуг западным странам, она идет в конфликт, в разрез с тем, что будут делать западные страны в части развития производства, технологий по зеленой энергетике у себя на своих территориях. То есть мы еще на этот счет увидим, как схлестывается и Америка, и Европа с Китаем. И, соответственно, здесь, я думаю, торговые войны, они будут просто полыхать новым, ярким и очень мощным огнем. Ну и, соответственно, то, что у Китая связано с демографической политикой, оно быстро не развернется. То есть мы будем видеть кризисные явления в Китае, которые будут нарастать. Это мое видение, моя субъективная позиция. Вот, поэтому я обращал ваше внимание на то, что акции китайские лучше не покупать. Помимо того, что там может быть кризис, там, конечно, могут быть отскоки. Но там, где командно-административное управление, там возьмут и в любой момент рынок, грубо говоря, могут же запретить, могут. Вот, соответственно, то есть вы останетесь замороженным, можете остаться замороженными средствами или вообще их лишиться. И поэтому как бы в такие юрисдикции, с моей точки зрения, субъективные. Лучше вообще не инвестировать деньги. Вот. И поэтому, потому что здесь те плюсы, которые вы можете получить прибыли, она не коррелирует с тем риском, который вы несете туда, заходя. Я думаю, в ближайшее время западные инвесторы, брокеры, фонды, они этот риск переоценят, и, возможно, будет еще более существенный исход из китайских акций. Конечно, перед тем, как этот исход произойдет, может быть, наоборот, обратное явление, когда все поверят, воодушевятся, будет там значительный рост. Вот, такой тоже вполне может быть. Но фундаментально, как бы, исходя из положения сил в системе, я вижу, что будет тренд на то, что китайские компании, возможно, даже будут уходить или будут вытеснять, соответственно, с американских площадок, с других площадок. Вот. Опять же,
Это мое мнение, и это не значит, что я прав, и, возможно, даже я здесь ошибаюсь. Посмотрим, история рассудит. Но в любом случае, я думаю, что на текущий момент этой осенью создаются дополнительные риски. Здесь может возникнуть индуцирование проблем, обвалов, которые возникнут в силу того, что ФРС ужесточит или даст очень серьезно понять о том, что ужесточит монетарную политику, и, соответственно, на Китае это может очень сильно отразиться. Ну, а в Китае мы с вами периодически обсуждаем, смотрим. Есть компании, которые и фонды, и крупнейшие застройщики, которые находятся, ну скажем так, в очень непростом состоянии. И, соответственно, если по какой-либо причине они сыпанутся, то это может вызвать очень сильный эффект домино вообще на весь китайский фондовый рынок и на китайскую экономику. Так, друзья, ну и вот еще такой интересный момент. Проснулся великий человек Майкл Берри, который уже, в общем-то, успешно обыграл, обсчитал американские бумаги, облигации в 2008 году, которые, ну, он предвидел, что пузырь есть и пузырь лопнет. Не так давно он сыграл на акциях GameStop, и сейчас, соответственно, он начинает играть на том, что ставочки по американским облигациям будут расти. А, соответственно, ставку он делает через ETF TLT на падение этого фонда, а падение этого ETF как бы будет связано с тем, что ставки на американские трежерис, они начнут расти. А в каких случаях растут ставки? Когда начинают покупать то, что до этого продавали. И на текущий момент Берри сделал ставку на то, что доходность трежерей будет расти. Ранее его фондом Сционом были куплены опционы на 280 миллионов долларов, и сейчас он добавил еще 172 миллиона. Но здесь надо четко понимать, что, во всяком случае, судя по тому, как он действовал и в 2008 году, и прошлым летом, когда играл в GameStop, он может длительное время сидеть и ждать, когда придет его час. То есть он как щука, которая под корягой сидит и выжидает, терпит боль от убыточных позиций, но в конечном счете, по крайней мере, те случаи, которые были за последние 15 лет, он выходил из них победителем. Но есть и другой момент. По теории вероятности, чем дольше ты не промахиваешься, тем больше вероятность того, что ты рано или поздно промахнешься. Но я все-таки склоняюсь к мысли о том, что его ставка на рост доходности трежерей и ставка против Теслы, она в ближайшее время, ну, я думаю, в ближайшие 6 месяцев она вполне будет успешна. Ну, скажем так, есть здесь две даты. Первая дата — это до 1 октября, когда это все может случиться вдруг. И следующая дата — это у нас, как показывает практика, начало марта. Это становится некой критичной точкой, когда уже начинает сходить снег, вроде бы должны подснежники распускаться, и в это время что-то начинает происходить. Так, друзья, ну вот еще такие новости. Начинаются торнадо на побережье Соединенных Штатов, и, возможно, как раз постепенно они доберутся до нефтепроводов, до Мексиканского залива, и это, как бы цинично не звучало, окажет поддержку ценам на нефть. Так, друзья, ну давайте перейдем к SOT SFTC, что у нас поменялось, какие здесь есть движения. Ну, во-первых, начнем, конечно же, с числа активных буровых от Baker Hughes. И мы с вами видим, что несмотря на весь ужас, который происходит в нефти, количество активных буровых в Соединенных Штатах продолжает расти. Ну и поэтому с точки зрения динамики изменения буровых никто особого ужаса по нефти не ждет. Но здесь как бы четко видно, что идет ставка на то, что ну как минимум особо цены на нефть падать не будут. Так, друзья, ну и переходя к SOT SFTC, давайте начнем по порядочку, что тут у нас идет. По алюминию небольшой рост, ну то есть здесь уже по алюминию начинает постепенно делать ставку на то, что спрос на алюминия через какое-то время начнет расти. Здесь, я так думаю, привязка идет к тому, как протекает пандемия, ну или эпидемия, наверное, более правильно это назвать эпидемия. Рост
новых случаев замедляется во всем мире, и, соответственно, мы с вами видим, что, скорее всего, третья волна, она начинает выдыхаться. А если фактор осени сейчас роль свою не сыграет, то, соответственно, мы здесь увидим окончание третьей волны, и, соответственно, это будет значительное облегчение и, может быть, уже даже более существенное восстановление, то, что касается авиасообщений. Мы с вами видим из графика, что в Америке на самом деле идет достаточно ощутимый рост новых случаев. Пока что здесь спада существенного не произошло. Конечно, это там не 200 тысяч в день, но тем не менее, все равно как бы 59 тысяч это слишком много. То есть для того, чтобы говорить о купировании ситуации, но мне кажется, для Америки должно быть движение где-то к 10 тысячам в день. Так, далее. Ну, Великобритания тоже пока держит напряжение. Кстати, вот рост новых случаев у России и Великобритании, он практически схожий характер, очень близкий, имеет такое ощущение, что здесь идет обмен постоянно и поддержание близкого равновесия. Так, друзья, но если следовать той динамике, которая ранее была, начиная с начала 2020 года, то, скорее всего, действительно здесь будет спад с учетом процента вакцинированных. И, по идее, если следовать справедливости вот этих закономерностей, мы к Новому году должны увидеть снижение числа роста новых случаев. Если эта закономерность окажется справедливой, то, соответственно, здесь это будет позитивно для авиасообщений, для спроса на алюминий и для стоимости акций авиакомпаний. Так, друзья, вот по меди, конечно, несколько такая ситуация напряженная. Обращаю внимание, что вот это данные, это количество лонговых позиций, нон-коммерсов, американских спекулянтов, которые на вечер по Москве вторника, и данные по которым выдаются вечером в пятницу. С моей точки зрения, здесь наибольшая корреляция этих значений с тем, что происходит на следующей неделе в части движения этого актива, по которым выдаются данные. Не всегда здесь есть прямая зависимость, что, допустим, они выросли, и поэтому актив растет, хотя это достаточно часто так, но определенная логика в изменении этих позиций движения актива, она вполне прослеживается, и ее можно уловить. Так, ну по меди у нас на следующую неделю ставка на то, что будут цены на нефть снижаться, либо будет боковик. Вообще, как бы, если рассматривать техническую картину по графику меди, там может достаточно существенно цена откатиться. Ну, для меня лично медь это показатель, это индикатор, что происходит в мировой экономике. И на предстоящую неделю достаточно, ну, скажем так, непозитивные ожидания в части движения цен на медь. Соответственно, это может вполне как бы привести к коррекционному откату и по другим отраслям и индексам. Так, далее нефть. По нефти произошел небольшой рост лонгов. Было 400 тысяч, стало 404. Так, ну действительно, друзья, если по нефти смотреть месячный таймфрейм, то здесь кромешный ад, кромешный ужас, и должна она падать и валиться ниже и ниже. На самом деле здесь у нас есть сильная поддержка, я о ней ранее говорил, 60,5 по Бренту. С учетом того, что позитивная динамика по сотам, скорее всего, мы предстоящую неделю проведем либо в консолидации 60,5-66,25, либо как вариант попытается подняться и закрепиться на 66,25. Обращаю внимание, если 60,5 пробивается, то может быть молниеносное движение с целью потестить 56,67. Но есть ряд признаков, которые указывают на то, что весьма вероятно нефть, она где-то на этих ценах, скорее всего, будет консолидироваться. Только какой-то кризис, срыв в обрыв, он цены на нефть раскачает и унесет вниз. Итак, с моей точки зрения, наиболее вероятно цены на нефть будут двигаться в диапазоне на предстоящей неделе 60,5-66,25. Если в понедельник, во вторник сразу забирают цены на нефть на 66,25, то, скорее всего, мы на неделе увидим коррекционный отскок с целью 69. То есть цена на нефть закрепится выше 66,25, это было бы достаточно позитивно.
В целом, то, что происходит с количеством буровых и с позициями SOT SFTC, указывает на то, что нефть весьма вероятно будут пытаться оживить. Так, ну вот недельный график по Brent. Здесь по сути движение вниз, оно еще не остановилось, исходя из недельного графика. Так, нет, прошу прощения, это дневной таймфрейм. Соответственно, по дневному таймфрейму мы вошли в диапазон 60,5-66,25. Соответственно, полагается в этом диапазоне какое-то время поторговаться. Здесь, соответственно, пока разворотной формации нет, но я так предполагаю, что ниже 60,5 сейчас все маловероятно, что пустят. Так, но если вот сжимать месячный таймфрейм по нефти, то у нас получается на текущий момент разворотная формация, но которая должна какое-то время проторговаться в диапазоне 66,25-60,5. Так, друзья, далее по золоту. По золоту пошел рост лонгов. Соответственно, американские спекулянты делают ставку на то, что золото на предстоящей неделе будет расти. Но если ставка на то, что золото растет, то значит вообще общая ситуация дестабилизируется, или же, соответственно, ставка на то, что растет инфляция, то есть печатаются деньги. Поскольку как раз заседание в Джексон-Холле, оно ну, как бы предполагает, что там будет какое-то ужесточение, по крайней мере, заявлено, то, соответственно, вот у нас 26-28 до этого момента, соответственно, вполне вероятно, что будет позитивная динамика по ценам на золото. С 26 по 28 она тоже может быть позитивной, но там надо будет посмотреть, как пройдет проторговка в начале недели и какие будут заявления в части того, как будет проходить виртуальный митинг в Джексон-Холле. Итак, по золоту ставка на то, что золото будет расти. Так, ну вот по NASDAQ данные, что по NASDAQ нарастили шорты, по S&P нарастили лонги. Но здесь на самом деле вполне логичная ситуация из хай-тека переложиться, например, в банке. И кроме того, по мере утверждения плана Байдена и выделения ассигнований на то, что там прописано, будет несколько менять перспективность вложений, соответственно, то есть здесь наверняка будет переток из хай-тека в то, что связано со строительством, с финансовой деятельностью, и поэтому здесь волей-неволей будет, наверное, все-таки происходить изменение, корректировка или стагнация в NASDAQ и, соответственно, рост, если, конечно, все не обвалится, в S&P и в Dow Jones. Так, вот по природному газу наращивают спекулянты шорты. Но у меня такое ощущение, что там просто кто-то попал на эти шорты и продолжает вкладывать в надежде на то, что цены на газ рухнут. Так, друзья, далее то, что касается серебра. По серебру лонги порезали, и, соответственно, по серебру ожидание, что будет либо боковик, либо серебро будет проседать. С чем это связано? Почему к золоту так неравнодушное, а на серебро такое негативное отношение? Это связано с тем, что серебро, оно в большей степени промышленный металл, и как раз для того, чтобы производить те же солнечные батареи, электронику, серебро востребовано. Сейчас пока все это подвисло в несколько неопределенной ситуации в связи с обсуждением возможностей сокращения монетарного стимулирования со стороны ФРС. И поэтому здесь возникают такие ножницы, что к золоту интерес есть, к серебру интерес упал. Но смотрите, серебро, оно в любой момент может отскочить. Вопрос только, когда этот момент наступит. Он наступит либо сейчас, скорее всего, в ближайшие 2-3 недели, либо тогда, наверное, движение в серебре, оно будет отложено на какой-то более существенный срок, наверное, может быть, месяца 2, вот так вот. Серебро мы потом отдельно на графике в понедельник посмотрим, какие перспективы движения по нему. Так, далее начинают резать лонги по канадскому доллару. Вот это достаточно тревожный знак, потому что все вот эти валюты, которые с нефтью связаны, они друг на друга определенным магическим образом отлагательно влияют.
Но тем не менее достаточно позитивное отношение к рублю. По рублю держится более 10 тысяч лонгов. Это вот как раз две ключевые цифры, 0 и 10 тысяч. Соответственно, при таком раскладе, получается, американские спекулянты не делают ставку на девальвацию или обвал рубля на предстоящей неделе. Так, друзья, ну и евро. В евро произошли тектонические изменения. Там начали набирать лонги. Произошел, можно сказать, отбой от локального дна. И мы с вами в ближайшее время посмотрим, насколько это движение имеет в себе перспективы для разворота и роста евро против доллара. Так, друзья, давайте еще по позициям Форекс ММВБ пробежимся. РТС. Здесь у юриков ставка на то, что РТС в понедельник будет продолжать проседать. Причем ставка достаточно ощутимая и весьма вероятно в первой половине дня в понедельник она, ну исходя из предыдущего опыта, будет отыграна. Акции ВТБ, фьючерс на акции ВТБ, здесь ставка на то, что они также в понедельник будут проседать. Сбербанк, здесь ставка на боковик. Газпром, тоже здесь ставка на боковик, но никакого, скажем так, четко определенного сформировавшегося движения здесь не прослеживается. Норильский никель, здесь ставка на то, что Норильский никель акции будут проседать в понедельник. Так, далее рубль-доллар, сишка. Здесь ставка на рост, на отскок доллара против рубля. Так, далее евро-рубль. Здесь также ставка на то, что евро будет расти против рубля, но такая ставка не очень уверенная, в отличие от доллара. А евро-доллар, здесь ставка на то, что евро к доллару будет падать. Вот так видите, как спекулянты нарастили лонги американские, а в понедельник евро к доллару падает. По мнению российских юридических лиц. Так, ну и нефть. Нефть, ставка юридических лиц на коррекционный отскок и на рост цен на нефть. Серебро, ставка на просадку серебра, на снижение. Золото, тоже ставка на то, что золото просядет в понедельник с утреца. Так, друзья, ну в общем тут все основные моменты, которые хотел с вами обсудить, которыми хотел с вами поделиться. Конечно, надо будет завтра с утра смотреть, как будет торговаться Китай, как откроются рынки, потому что здесь могут быть нюансы, могут быть неожиданности. С учетом того, какой период года наступает, возможно, неприятные неожиданности. Хороших выходных, набраться сил и успешных торгов в понедельник. Счастливо!